Добрый день, дорогие участники, кто нас смотрит в интерактиве, кто смотрит нас на YouTube. Сегодня у нас очередная встреча в проекте «Родные души. Новые измерения». И сегодня мы будем рассматривать тему, которую можно просто назвать как «безответная любовь». Что это такое? И какие специфические особенности бывают именно у родных душ, когда они встречают вот эту безответную любовь? Начнем мы, как всегда, с того, что сравним, какие особенности при встрече бывают у родных душ, чем отличаются эти встречи от, так сказать, всех других встреч, когда человек чувствует состояние влюбленности, состояние любви. Когда вы встречаете свою родную душу, то, что отличает, то, что является отличительным показателем того, что это именно встреча с родной душой, это именно то, что вы начинаете чувствовать очень глубокое отношение к этому человеку. То есть у вас появляется ощущение, что вы знаете именно его душу, где-то глубоко внутри вы этого человека чувствуете, очень сильно чувствуете. И также параллельно с этим у вас возникает четкое знание, понимание, что он совсем не такой, как ведет себя в повседневности, каким он выглядит в повседневности, или каким его знают многие. То есть вы знаете его другим. А каким другим? Вы знаете его настоящим. То есть вы знаете его истинную суть. То, что и называется душа человека, это его истинная суть. Дальше у вас возникает состояние любви, состояние притяжения к этому человеку. Но и эта любовь, и это притяжение также весьма существенно отличается от состояния влюбленности. Чем же отличается? Опять-таки той самой глубиной. И даже можно сказать какой-то особенной легкостью. Легкостью в том плане, что эта любовь и это притяжение очень естественно для вас. То есть так, как будто бы действительно вы этого человека знаете очень давно. И то, что вы встретились, это очень обычное для вас как бы состояние. Как будто бы вы просто были в разных комнатах, и теперь вы встретились. Где-то были по соседству, были где-то рядом друг с другом. И теперь просто встретились после некоторой разлуки. Вот такое ощущение. Естественное и очень большое, и очень глубокое чувство любви, именно к душе этого человека. Состояние влюбленности, оно характеризуется другими показателями. Человек испытывает другого рода притяжение, он испытывает сексуальный интерес, он испытывает еще какой-то интерес, может испытывать уважение к человеку, даже какое-то почитание к человеку, что он этого человека очень сильно уважает, очень сильно симпатизирует ему. Но нет той самой глубины, необъяснимой глубины притяжения при обычной встрече, при обычной влюбленности. Также могут быть очень сильные страстные чувства при обычной влюбленности. Но это чувство зависимости. Это ощущение, как будто бы вас начинают притягивать невидимые путы. И эта зависимость, это состояние зависимости приносит очень большую тяжесть в ваше внутреннее состояние,
приносит очень большой надрыв. Вы очень сильно устаете от этого. Этим характеризуется страсть и сильная влюбленность. У родных душ изначально, вот я хочу подчеркнуть, именно изначально, этого нет. У них есть легкое состояние единства. Легкое не означает такое совершенно как бы беззаботное и какое-то легковесное. Я не это хочу сказать, а легкое в плане естественности. Итак, вы встречаете родную душу, и вы можете испытывать все это. Вы можете почувствовать, как будто бы знали этого человека всю свою жизнь. Вы можете почувствовать, что знаете его так, как не знает никто другой. И это на самом деле так. Со временем вы можете убедиться в том, что это действительно так, что в глубине души он именно такой, этот человек, которого вы встретили. И именно его душу вы любите. Соединяетесь вы именно с его душой, где-то глубоко внутри. Но сегодня мы хотим поговорить о том случае, когда это соединение, когда эта любовь, она не взаимна. То есть другой человек может этого не ощущать. И при этом бывают самые разные варианты. Давайте начнем с первого, достаточно широко распространенного. Нам периодически пишут, что я встретил или я встретила свою родную душу, и я испытываю все то, о чем вы говорите, о чем вы пишете, но он или она не испытывает по отношению ко мне ничего подобного, просто какой-то интерес, снисходительный интерес, либо даже, может быть, испытывает состояние страха, испуга по отношению ко мне, то есть он меня боится. Вот что такое? Почему такое происходит? Возникает большой вопрос. Разве у родных душ может быть любовь невзаимной? Разве их души не едины? А если они едины, то почему же один чувствует это состояние единства, любви, а другой человек нет? Почему такое происходит? Есть несколько основных причин, по которым такое может происходить. И когда мы сегодня будем говорить об этом, самое главное назначение нашей сегодняшней встречи будет состоять в том, чтобы вы были гарантированы от того, чтобы не испытывать страданий. Можно так точно выразиться. Чтобы вы не были настолько жестко привязаны к обратному взаимному чувству другого человека, а его нет, этого чувства, и в результате вы страдаете. Чтобы этого страдания у вас не возникало. Чтобы вы были свободны. Чтобы вы могли испытывать истинную радость вот этой широкой любви, которая вам дана судьбой, дана Богом при встрече с родной душой. Итак, какие же эти причины, почему любовь бывает у родных душ, а бывает невзаимной? Первое. Дело в том, что когда встречаются родные души, то на самом деле встречаются именно души, то есть высшие энергетические тела. На 7 курсе мы очень подробно рассматривали, как это происходит, какой механизм в этом случае задействован, и все из этого вытекающее. Сегодня мы поговорим об этом в общем. Мы не будем рассматривать всех подробностей, почему так бывает, почему невзаимные чувства. Скажем только очень просто. Дело в том, что другой человек, которого вы любите, свою родную душу, он может быть не пробужденным.
То есть его душа спит. И где-то очень-очень глубоко, едва-едва что-то улавливает. Конечно, второй человек не может совершенно ничего не чувствовать. Он будет что-то переживать. Он будет чувствовать, возможно, даже именно любовь с вашей стороны. Но если его душа, точнее, не пробужденная, тогда он не сможет вам ответить полной взаимностью. То есть просто это невозможно. Он спит. Образ такой, что, например, как это бывает часто в сказках, принц находит свою принцессу, а она глубоко спит. Да? Спящая красавица. Он начинает ее будить, но она не пробуждается. Но в сказках все происходит очень быстро. Принц поцелуем истинной любви пробуждает свою принцессу. Вот в жизни бывает так, а бывает немного иначе. Бывает, что даже истинная, очень сильная любовь не пробуждает человека в достаточной степени. Почему? Именно потому, что у него в этом воплощении есть другие задачи. То есть он должен очень хорошо наработать какую-то кармическую ситуацию. Например, он в этой жизни должен заработать много денег. Или, например, в этой жизни он должен сделать что бы то ни было еще, но любовь не входит, так сказать, в задачу данного воплощения, его воплощения. Поэтому он будет чувствовать что-то в ответ вам, но это чувство будет очень-очень небольшим. Особенно бывает неприятно и даже удивительно, когда, сейчас я хочу рассказать конкретный случай, когда женщина истинно любит свою родную душу, а он интерпретирует это чуть ли не как какое-то магическое влияние, воздействие на себя. То есть это конкретный случай из практики, когда женщина обратилась именно вот с этой проблемой. То есть она сказала, что он серьезно подозревает ее в том, что она пытается его как-то приворожить и тому подобное. То есть человек непробужденный, когда у него непробужденная душа, если он чувствует такой силы любовь, он не только не может дать что-то взамен соответствующее, да, но он еще этого и боится. Он пугается этого чувства. Оно для него слишком необычное. Это сильное чувство любви для него выходит за рамки представлений в его в этой жизни, в этом воплощении. То есть он, проще говоря, он не готов к этому. Он неадекватно это воспринимает. И вот женщина обратилась с таким вопросом, что мне делать в данной ситуации. Мы пошли сначала тем путем, что попытались его разбудить. Но очень быстро выяснилось, что это практически невозможно, и более того, этого совсем не стоит делать. Я не могу рассказывать всех подробностей, это работа психолога, она должна оставаться во многом в тайне, тайна клиента. Но в общих моментах можно сказать, что его неадекватная реакция на вот это чувство любви, в общем, стала его жизнь портить, скажем так, да? То есть ему это настолько сильно не понравилось, он настолько сильно этого испугался, что просто реакция его была очень неадекватная. И мы очень быстро прекратили вот это духовное пробуждение, пришли к такому выводу, что не стоит этого делать. И вот давайте немного остановимся на этом моменте. Как бы это, возможно, не было горько, неприятно, обидно, больно нашему сердцу, нашей душе, но факт жизни состоит в том, что, конечно же, не все люди готовы духовно пробудиться к любви.
Не все к этому готовы. У многих людей другая задача в этом воплощении. Поэтому, если вы встретили свою родную душу, вы совершенно четко знаете, что это ваша родная душа, в этом уже нет никаких сомнений, но партнер не дает вам ответных знаков, он не реагирует, либо неадекватно реагирует на вашу любовь, значит, нужно очень серьезно задуматься над тем, чтобы закрыть этот вопрос и не будить этого человека. Потому что даже если это духовное пробуждение происходит, и человек не готов, такое краткое духовное пробуждение, и человек к этому не готов, то никакой благодарности за это вы не получите, и более того, то есть вы тем самым нарушите много из того, что в его жизни было налажено, и, естественно, он будет недоволен этим. Итак, безответная любовь может быть, если ваша родная душа является духовно непробужденным. Его атманическое и будхиальные тела, они не активны. Они у него спят, не запущены. Что же в этом случае делать вам? Вам нужно будет принять принципиальное решение. Хотите ли вы сохранить эту любовь у себя внутри, которая появилась? Или же вы будете ориентированы только на этого человека и скажете, если он меня не любит, то мне не нужна любовь вообще. Чаще всего ко второму варианту склоняются вот из таких эмоциональных побуждений, когда возникает обида на судьбу, на этого человека. Но это, конечно же, неправильно. Если судьба, если Бог посылает нам настоящую истинную любовь, то мы, конечно же, должны принять этот дар с огромной благодарностью и постараться изо всех своих внутренних сил и возможностей постараться сохранить эту любовь. Как же это может произойти? Это может произойти внутренним путем. То есть вы находите, благодаря этой любви, благодаря тому, что она у вас возникла, вы находите у себя внутри, в своей душе, свою половину. Мужчина находит свою внутреннюю женщину, а женщина находит своего внутреннего мужчину. И тогда происходит то, что можно и нужно называть духовной практикой. Это парная духовная практика. То есть это чисто внутренний путь. Как это происходит, это отдельный, очень большой вопрос. Это настоящая практика, и ее мы рассматриваем в школе, в нашей школе, как человек себя должен вести, что он должен делать и чего лучше не делать и так далее. Но у каждого из нас есть внутри это знание, как себя вести, чтобы сохранить эту любовь. Это знание в своей основе очень простое. Это знание, которое описано уже несколько тысячелетий назад. Оно описано как бхакти-йога, то есть йога преданной любви. Йога преданной любви к Богу, к Божественному. Вот если в общем, если коротко постараться описать данный случай, то человек становится бхакти-йогом. Он идет по этому пути преданной любви. Это внутренний путь. Следующий вариант. Почему может быть безответная любовь? Потому что мы встретили того человека, который предназначен нам не для того, чтобы мы смогли начать жить с ним совместной жизнью. Кто этот человек? Это наша родственная душа. Это может быть наш РД-учитель.
То есть тот человек, появление которого подготавливает нас к встрече с истинной половиной, со своим близнецовым пламенем, со своей близнецовой половиной. То есть судьба божественная, наши высшие силы посылает нам такого человека, устраивает нам такую встречу, для того, чтобы наше внутреннее состояние, наше сознание выросло до уровня божественной любви. Наверное, все уже давно знают, что на эту землю мы приходим с двумя основными задачами. Или, можно сказать, есть две основные причины, по которым мы приходим на эту землю. Первая – это учиться, и вторая – это получать удовольствие и наслаждение. А лучше говорить, испытывать блаженство. Потому что удовольствие и наслаждение, они могут быть самого разного порядка, а вот испытывать блаженство – это то, что имеет отношение к божественному состоянию. То есть мы приходим на эту землю расти, развиваться. И вот такая встреча с родственной душой или с РД-учителем – это, возможно, самая уникальная возможность, самый уникальный шанс для того, чтобы получить вот это развитие, духовное развитие, чтобы наше сознание выросло в короткий промежуток времени, обрело силу, обрело совершенство, достаточную широту, чтобы вместить в себя истинную любовь. Истинная любовь – это безусловная любовь. И родственная душа, и РД-учитель приходят в нашу жизнь, чтобы мы научились именно этому – безусловной любви. Только когда наша любовь становится безусловной, только когда мы познаем источник любви, то есть любовь как таковую, без привязки, без зависимости от человека, только тогда мы получаем возможность встретить свою близнецовую половину, свою истинную половину, своего истинного партнера. И только тогда мы получаем возможность на воссоединение со своей близнецовой половиной. Давайте я еще раз об этом скажу, это будет не лишнее. Только когда мы овладеем состоянием безусловной любви. Это состояние станет базовым в нашей жизни. Только тогда мы можем воссоединиться со своей истинной половиной. Даже если вы встретите свою близнецовую половину, но у вас не будет наработано это состояние безусловной любви, даже при такой встрече, если она произойдет, воссоединение будет невозможно. Почему? Очень просто. Потому что наше близнецовое пламя, наша близнецовая половина – это божественная встреча и жизнь, совместная жизнь, соответственно, по высшим божественным законам любви и единства. Это жизнь по законам истинной любви, которые есть к тому же и еще свобода, любовь и свобода. То есть это высокий уровень развития сознания. Вот тогда воссоединение с близнецовой половиной возможно. Итак, допустим, вы встретили родственную душу или вы встречаете своего РД-учителя. Как узнать, что это наша родственная душа? Как узнать, что это наш РД-учитель? На этот счет тоже есть много показателей. Иногда приходится достаточно долго разбираться с этим, для того, чтобы точно выяснить, кто этот человек, для чего ваша встреча и так далее. То есть это может занять определенное время для того, чтобы выяснить,
что это такое. Но отличительной особенностью при этой встрече с родственной душой, с РД-учителем, является то, что истинную вот эту огромную любовь испытывает только один из двоих. Другой человек может не испытывать этого, либо, скорее всего, он испытывает где-то 10% в сравнении от того, что испытываете вы. То есть вы его любите бесконечно и огромно, а по отношению к вам у него только такие едва теплые, почти дружеские только чувства. Это один из явных показателей, но не единственный. И тут опять мы приходим к тому, что называется безответной любовь. Да? То есть вы любите, а вас нет. Или вы любите полностью, абсолютно, а в ответ получаете только теплые улыбки и тому подобное. Безответная любовь. Что с этим делать? Все то же самое. Все то же самое, о чем мы так долго, часто, много говорим. Учиться безусловной любви. Самый основной, пожалуй, момент, препятствующий в этом процессе, это то, что человек не готов к восприятию этой ситуации. То есть нет отношения такого, что если я встретил любовь, то я должен чему-то учиться. Встреча истинной любви в стереотипном восприятии может приводить к двум основным вариантам. Первое. Либо вы становитесь любовниками. Второе. Вы создаете семью. Никаких других вариантов стереотипное шаблонное мышление нам не дает. Но третий вариант, вы просто расходитесь. Но это как бы не вариант. А тут появляется этот вариант, следующий. Вы учитесь. Вы учитесь безусловной, истинной, настоящей любви. За счет чего происходит обучение? Оно происходит за счет вашей связи. Но связи не на физическом плане, или, по крайней мере, не в первую очередь на физическом плане, а в первую очередь за счет связи духовной, за счет того, что вы чувствуете друг друга, за счет того, что вы чувствуете любовь друг друга. Причем интересно может быть то, что когда человек встречает своего РД-учителя, он любит его очень сильно, очень сильное, мощное чувство любви. И именно как женщина любит мужчину, и мужчина любит женщину, то есть любовь между мужчиной и женщиной, она поляризованная, вот такая вот, как будто бы похожая на обычное состояние любви, но гораздо глубже и гораздо сильнее. Так вот, вы любите своего РД-учителя, и вы чувствуете, вам хочется это чувствовать и хочется это знать, что он вас любит точно так же. И за счет этого образуется вот эта вот духовная связь, которая помогает вам развиваться, которая помогает вам выйти на это состояние истинной любви. Почему и как это происходит, это опять достаточно большой разговор. Но тут нужно отметить следующий момент. Наверное, самый главный. По крайней мере, он определяющий и рубиконный. Если вы не научитесь безусловной любви, вот в этой связи, тогда вы будете страдать. Очень сильно страдать внутренне, душевно и в том числе физически. То есть ваше тело будет болеть, ваше сердце в первую очередь будет болеть, разрываться буквально будет. Ваша душа внутри будет стонать. То есть у вас появляется опять-таки
как бы выбор из двух вариантов. Первый. Вы перестаете своим сознанием привязываться к объекту, к данному конкретному человеку, и обращаете свое внимание внутрь себя, в свою душу. Вы познаете, что ваша любовь, она у вас внутри. И ваш РД-учитель у вас внутри. И ваша родственная душа у вас внутри. И когда это осознание, когда это переживание будет полным, очень большим, тогда произойдет ваше освобождение, внутреннее освобождение. Привязки, зависимость, она просто исчезнет, растает, и страдание прекратится. Вы перестанете страдать. Более того, вы обретете такое состояние блаженства, огромной любви, которого вы никогда не испытывали до того, и которая, собственно, и есть настоящая любовь. То есть вы познаете именно любовь с большой буквы и свободу. Вы узнаете, что они суть одно. Любовь и свобода – это одно и то же. Произойдет ваш квантовый скачок в развитии. То есть то, на что раньше требовались годы, десятилетия, а иногда и целые жизни, несколько жизней упорного такого духовного труда, упорной духовной практики, у вас может произойти за несколько недель, за несколько месяцев. Это невероятный скачок, это очень сильный скачок вперед. И сейчас с приходом эпохи Водолея это становится абсолютно реально и возможно. Но пока еще человек проходит через боль. Это внутренняя душевная боль. И вплоть до физической боли. Болит сердце, могут болеть суставы, внутренние органы и так далее. Это индивидуальный случай. Это идет внутреннее очищение. С этим нужно индивидуально разбираться. Но пройдет совсем немного времени, несколько лет. И к состоянию безусловной любви люди будут приходить почти без боли. Не будет таких сильных, очень мощных, негативных переживаний. Не будет этой сильной боли. Почему? Это известно из истории всегда, кто шел первым, кто был в первых рядах, тот испытывал на себе сверхнагрузки. Он шел в неизвестность. Когда же эта дорога становится известной, когда по этой дороге проходит 10, 20, 100 человек, 1000 человек, она становится уже магистральной, и по этой дороге идут целые потоки. Так происходило и так происходит всегда. Можем взять любую сферу нашей жизни и узнаем, что так действительно и есть. То есть со временем, с течением времени это будет происходить все проще и проще. Переход к уровню безусловной любви. И опять-таки эпоха Водолея, эпоха нового времени нам диктует именно эти правила. То есть на Землю идут те энергетические потоки, которые человека буквально провожают вот к этому состоянию, то есть они его подводят к этому. И те люди, которые хорошо чувствуют энергию, они идут туда в первых рядах. Те люди, которые являются пока еще недостаточно духовно пробужденными, они недостаточно хорошо чувствуют, поэтому они могут испытывать большие трудности с этим. Итак, это родственная душа и РД-учитель. Что происходит потом, после того, как вы овладели состоянием безусловной любви? Об этом мы опять-таки подробно говорили на 6-м курсе. Это миссия встречи с родственной душой, миссия встречи с РД-учителем. И очень подробно объясняли, как к этому относиться, как правильно осознать то, что происходит.
Сегодня нужно отметить это в общем, коротко, что встреча с родственной душой или с РД-учителем – это огромное везение, это огромное благо для вас. Это то, что дает вам практически уникальный шанс в вашем развитии. Таких шансов дается немного. И такие шансы даются не всем людям. Это самая прямая дорога к Божественному, к вашей собственной внутренней сути, к вашему Высшему Я. Всегда во всех духовных традициях было известно, что самая короткая, самая прямая дорога к Богу – это дорога преданного любовного служения, то есть бхакти-йога, путь преданности, путь любви, истинной любви. И этот путь открывается перед вами, когда вы встречаете свою родственную душу, когда встречаете своего РД-учителя, даже если это любовь как бы безответная. Почему как бы? Давайте немного остановимся на этом. Дело в том, что сам человек, ваша родственная душа или ваш РД-учитель, сам человек по отношению к вам либо ничего не испытывает, либо может испытывать совсем небольшие чувства. Но если вы погружаетесь внутрь, если вы познаете любовь у себя внутри, тогда вы получаете абсолютно адекватное ответное чувство любви. Вы познаете свое собственное внутреннее божественное, которое вас очень любит. И это не просто красивые слова, это то, что вы будете чувствовать. Вы будете чувствовать эту любовь, которая направлена к вам. И эта любовь будет действительно безусловна. Божественное просто любит вас, и вы это узнаете. И вы испытаете такие чудесные, великолепные состояния истинной любви, за которые вы можете быть только благодарны судьбе, встрече с родственной душой. Ничего, кроме благодарности, огромной, громадной благодарности, у вас не останется. У вас не останется мысли, что да, этот человек не ответил мне взаимностью. Это будет совсем не важно. Потому что вы получите в награду то, что просто не входит ни в какое сравнение с тем, что мы можем получить от обычной связи, даже любовной связи с человеком. Вот такую награду получает человек, изначально, казалось бы, в неприятной ситуации. Вот такой безответной любви. Поэтому, если любовь истинная, настоящая, то она не может быть безответной. Она всегда встречает у вас ответ. И этот ответ у вас в душе. Можно задаться таким вопросом: ну хорошо, это прекрасно. Духовное развитие, личностное развитие, познание Божественного – это великолепно, это бесценно, да. Ну а как же наша повседневная жизнь? Мы будем только познавать Божественное, а как же повседневность? А как же семья, дети, совместная жизнь? Что это, останется на нуле? Мы уйдем только в духовность? Нет. Поток любви родных душ характеризуется тем, именно энергетический поток,
характеризуется тем, что он объединяет божественное и земное. Этот поток не уводит вас целиком в духовные области, и вы как бы покидаете повседневность, становитесь монахом. Такого нет в этом потоке. Поэтому, когда вы познаете безусловную любовь, истинную любовь, когда она у вас утвердилась в вашей душе, то есть вы ее оценили, и вы истинно благодарны за полученный опыт, то есть вы его приняли, проще говоря. Так вот, когда вы приняли этот опыт безусловной любви, и он в вас живет, то вы очень быстро станете замечать, как в вашу жизнь начнут приходить люди, которые вас действительно истинно любят. То есть круг ваших знакомых, друзей начнет пополняться такими людьми, и произойдут новые встречи, где будут качественно иные отношения, именно душевные, именно настоящие, которые будут основаны не на корысти, не на каком-то кратковременном сексуальном возбуждении по отношению друг к другу и так далее, и тому подобное. А эти отношения будут основаны на духовной, очень прочной связи. Такие люди обязательно появятся. То есть ваша повседневная жизнь начнет преображаться. Это закон. Я повторюсь, именно так работает этот энергетический поток. Есть разные энергетические потоки, есть те потоки, которые действительно просто уводят человека в мир духовного, и он становится отшельником и монахом. И известны такие учения, и известны такие последователи, практики, которые идут этим путем. Есть также потоки, которые занимаются только повседневным планом. Они, как правило, имеют отношение к Свадхистхане чакре, к Манипуре и так далее. Мы сейчас не будем об этом подробно говорить. А вот поток родных душ, он соединяет и божественное, и земное. Это поток, который проходит через наше сердце, через анахату чакру. А анахата чакра является срединной между миром божественным и миром земным. И она соединяет и тот, и другой мир. Итак, это вот такие вот виды, как будто бы безответной любви. Давайте еще раз обратим внимание на то, что безответной любви не бывает вообще. Если вам не отвечает взаимностью человек, но вы сохраняете эту любовь, то вы начинаете чувствовать, как вам отвечает взаимностью божественное. Вы обретаете истинную любовь у себя в душе. И это уже не безответная любовь. Это любовь совершенно другого уровня, гораздо более сильная, гораздо более настоящая. А потом, как я уже объяснил, сказал, потом вы встречаете и таких же людей, которые к вам также будут относиться. Нужно только с истинной благодарностью принять этот опыт, который вы получили, истинная благодарность, которая рождается в вашем сердце. Она есть. Это благодарность. Только не препятствуйте ей. Не думайте о том, что, ну вот, опыт, ну прекрасно, а где же муж, а где же семья, да? Не торопитесь, немного подождите. Это все обязательно придет. Это не может не прийти, это известно всем, закон притяжения. Если у вас есть истинная любовь, если вы ее не блокируете, если вы ее не проклинаете,
как иногда это происходит. Действительно такое бывает, человек чувствует себя обманутым, он любил, а его нет. Некоторое время проходит, иногда проходит год, два, он чувствует себя обманутым, и у него рождается настоящее чувство агрессии по отношению к этому человеку, и рождается агрессия и даже ненависть по отношению ко всей этой ситуации. То есть, как бы годы жизни, иногда это годы жизни, потрачены как будто бы впустую. Вот это совершенно неправильное восприятие. Из-за этого, конечно, происходит трагедия. Эта любовь, она есть внутри. Если вы ее с благодарностью принимаете, то в свое время она обязательно появляется в вашей повседневной жизни. У нас по плану еще такой вопрос. Нужно ли пробуждать свою вторую половину? Вот если вы встретили свою родную душу, а он не пробужденный, он не чувствует вашей любви, нужно ли пробуждать его? Иногда да, иногда нет. То есть известны эти сюжеты, они описаны, это сюжеты «Спящая красавица», когда спит женщина, а мужчина ее пробуждает. Или это сюжет под названием «Финист, ясный сокол», когда спит мужчина, а женщина его пробуждает. И пробуждает долго. Иногда в этих сюжетах именно описано. А ведь сюжеты сказок – это описание программ нашего подсознания. Мы живем по этим программам. Иногда пробуждение длится долго. И тот, кто пробуждает, доходит почти до отчаяния. И потом происходит пробуждение. То есть иногда пробуждать надо, а иногда этого делать не следует. Вот когда этого делать не следует, я уже сегодня рассказал немного, да? А вот когда нужно пробуждать, это, пожалуй, индивидуальный случай. Тут нужно внимательно относиться. Если вы хотите гармонично, экологично подходить к своей жизни и к тому, что в ней происходит, то вам нужно быть внимательными и осознанными. Чувствовать, что говорит вам ваша душа. Ваше эго может кричать: да, я хочу пробудить его, я хочу, чтобы меня любили, я хочу, чтобы было счастье и так далее. Но в глубине души у вас есть истинные знания, стоит ли это делать или не стоит. Вот с этим нужно разобраться. А в нашей душе, в ее глубинах всегда есть эти ответы. Нужно их просто осознать, а нужно их увидеть. Также еще такой пункт, когда встречаются родные души и возникает не то чтобы безответная любовь, а она какая-то неравная любовь. То есть один становится учителем, а другой становится учеником. Один ведущий, другой, соответственно, ведомый. То есть тут опять такая линия появляется, что это любовь или не любовь. Взаимоотношения учитель-ученик. Вот когда вы встречаете свою родную душу, это практически всегда. То есть один из двоих обязательно более развитый духовно. Причем это может быть как мужчина, так и женщина. То есть половые признаки тут не имеют никакого значения. И происходит процесс обучения. И это может показаться не то чтобы безответной любовью, а такой неравноправной любовью, да? Тем не менее, вот это в порядке вещей. Это очень может быть. То есть тут нужно отличать безответную любовь от вот этой ситуации учитель-ученик. Если
вы не нашли, не распознали у себя любовь именно внутри, в своей душе, велик шанс на то, что вы откажетесь от этого. То есть ваше эго будет настолько громко кричать, что не нужно этого делать, не нужно терпеть эту неравную, неравноправную ситуацию, что он тебя не любит, или она тебя не любит, или там недостаточно любит, или не любит так, как хочется, да? Короче говоря, нужно эту связь прекратить, будет кричать эго. И если вы не нашли эту любовь у себя внутри, в своей душе, что очень может быть, вы и откажетесь от этой любви, потому что будет очень трудно, очень больно. Эго начнет страдать. Когда у человека появляется внутри любовь, когда встречаются родные души, эго обнажается и начинает очень открыто проявляться, начинает наносить прямые болевые удары по нам, по нашей жизни. Именно поэтому известно, что когда родные души находятся рядом друг с другом, у них обостряются вот эти все эго-проявления и становится больно, тяжело. И если не найти эту любовь у себя внутри, если не оставаться в ней, в своей душе, если не оставаться в единстве между душами, то можно, конечно, этого и не выдержать. То можно не пройти процесс очищения от эго, и тогда связь прерывается. И тогда вы отказываетесь от любви. Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно истинно погружаться внутрь себя, в свою душу, истинно переживать любовь у себя в душе. И тогда вы будете гарантированы, тогда вы находитесь под защитой. Истинная любовь, она окружает вас как энергетический кокон, даже не как, а так и есть на самом деле. Все, кто испытывал, полностью испытывал истинную любовь, все могут отметить, что возникает чувство такого покоя, умиротворения и защищенности, что человек действительно, реально находится под защитой, и с ним не случается ничего дурного. Вы знаете, это было известно и всегда. Когда раньше женщины провожали своих мужей на войну, на бой, они оберегали их своей любовью, истинной любовью. И известные песни, которые говорят об этом же самом. Известна масса случаев, когда это имеет самое прямое практическое подтверждение. То же самое происходит и с вами. Если вы находитесь в состоянии переживания истинной любви, вы находитесь под защитой. И никакие эго-проявления не могут вам нанести существенного урода. Вот так работает безусловная любовь. Очень сильная, очень мощная энергия. Итак, если вы все это осознаете, если все это вы практикуете, именно практикуете, то есть вы так живете, вы живете ведомыми своей любовью, ведомыми своей душою, действительно проявляете это на практике, значит, тогда происходит то, что можно назвать, и то, что называется в духовных практиках, великий переход.
ваша точка сборки перемещается на анахату. Вы становитесь истинно духовным человеком. Ну что это значит? Это не просто красивая такая этикетка, не просто такой красивый значок вам, да, что вы истинно духовный человек. Конечно, нет. Вы становитесь человеком, который начинает жить и функционировать в духовном мире. Вот только тогда, когда у вас точка сборки перемещается на анахату и достаточно прочно там закрепляется. Дальше вы становитесь способными функционировать в мире духовном. И у вас начинается кардинально иная, другая, качественно другая жизнь. То есть вы способны будете делать в жизни такие вещи, и с вами начинают происходить такие вещи, которые раньше казались вам фантастичными. То есть то, что называется чудо, маленькое, большое чудо. Но это отдельная тема для разговора, что происходит с человеком, когда его точка сборки перемещается на анахату. Нужно сегодня только сказать, что это действительно очень сильная энергетическая трансформация. Вы умираете как человек, который жил все эти годы, сколько вы прожили, 20, 25, 30, 40 лет. В основном все это у вас отмирает внутри. И рождается новый человек. Вы становитесь заново рожденным. Это глубинная трансформация. Реальная энергетическая внутренняя трансформация, которая приводит к колоссальным изменениям в вашей жизни. Начинают автоматически меняться ваши привычки, форма поведения, ваше телодвижение, ваш голос, меняется образ жизни, меняется круг знакомых, меняется ваша профессия, место жительства. И все это меняется в самую лучшую сторону. То есть в сторону вашей души. Вы начинаете истинно свой путь. Тогда вы становитесь полностью пробужденным и осознанным и движетесь этим путем. Вот что происходит, когда вы остаетесь на пути любви. С вами происходит вот такая кардинальная трансформация. Но до тех пор, пока вот такая трансформация с вами не произошла, то вы не сможете быть достаточно прочно в этом состоянии безусловной любви. Ваша энергия может скакать то вверх, то вниз. Вы можете чувствовать то огромную любовь ко всем и ко всему, то можете чувствовать диаметрально противоположные вещи. И вот такая вот свистопляска может происходить с вами годами. Есть люди, которые живут так всю жизнь, это люди искусства, люди мира богемы, и в состоянии высоком они пишут поистине очень духовно наполненные, высокие произведения, пишут картины, музыку, стихи, прозу и так далее. Но когда их энергия опускается вниз, они начинают вести диаметрально противоположный образ жизни, то есть они опускаются во все тяжкие. Это известно. Такой целый слой, целая прослойка людей, она живет вот в этом пограничном состоянии. Потому что не происходит трансформация. Трансформация происходит с вами только когда вы переживаете действительно колоссальные нагрузки внутренние. Это часто сопровождается очень большой внутренней болью, иногда физической болью, и через это нужно пройти. Без этого не бывает энергетической трансформации. Повторюсь, что со временем, через несколько лет, может быть через 2-3 десятка лет, этот процесс будет гораздо менее болезненным, он будет привычным. Появится культура, появятся целые школы, большие учения, которые будут человека гармоничным образом проводить через этот процесс трансформации. Пока эта культура только в стадии
в стадии такого оформления, пока это только-только начинает появляться, и далеко не всем знакомо это. Даже те, кто практикует духовные практики, те или иные духовные практики, они, сталкиваясь с процессом трансформации, они часто обескуражены и не могут себе и другим объяснить, что же с ними происходит. Поэтому возникает вот такая пробуксовка, поэтому этот процесс такой болезненный и долгий, потому что человек его не принимает. Если его полностью принять, если полностью быть в нем осознанным, то этот процесс проходит достаточно быстро и гораздо менее болезненно. Это трансформация. После чего начинается новый этап жизни. Вот какой я вкратце немного рассказал. И самое главное, что тут нужно отметить, что это за этап. Это этап пути вашего сердца. То есть, если до того вы шли под влиянием различных сил, под влиянием социума, семьи, знакомых, а кого-то еще, на вас оказывало влияние большое количество сил, и вы ничего не могли с этим поделать. Вы шли то по одному пути, то по другому, то у вас были одни ценности, то другие. То после этой трансформации вы находитесь под покровительством своего высшего «Я». Это совершенно реальная сила, очень большая сила, которая как ангел-хранитель покрывает вас своими крыльями, можно так красиво выразиться, и ведет вас по жизни, помогает вам пройти через все этапы. И вы чувствуете это, совершенно однозначно это ощущение пребывает у вас внутри. Особенно это может ярко ощущаться, когда в вашей жизни появляются какие-то острые, критические, тяжелые моменты, да? Вы чувствуете, что вам тяжело и больно и так далее, но внутри есть покой и тишина. Внутри есть состояние, которое говорит вам: все хорошо, ты пройдешь это, тебе нужно это пройти. И вы это чувствуете, и вы обретаете в этом колоссальную поддержку. И вы действительно проходите, и действительно становится все хорошо. Вот что такое жизнь под руководством своей души, под руководством своего высшего «Я». Это качественно иная жизнь. Эту силу называют различными именами. Ее называют ангелом-хранителем, ее называют высшим «Я», ее называют личным божественным. Например, Нил Уолш написал целую книгу, бестселлер, который так называется «Разговор с Богом». Вот это та же самая сила. Эта сила есть у каждого из нас. Она очень индивидуальна, и она прекрасна. Это та сила, которая знает вас полностью, которая заинтересована в вашей самой хорошей жизни, чтобы вы жили счастливо. Она заинтересована в вашем развитии, в вашем совершенствовании. Найти, обрести эту силу – это самое лучшее, пожалуй, что может в этой жизни совершить человек. Потому что все остальное будет приходить самым естественным, самым натуральным образом. То есть вы будете идти путем сердца, под покровительством этой высшей силы, вы будете чувствовать у себя внутри счастье и радость, вы будете чувствовать любовь, а все остальное будет уже зависеть от вашей индивидуальной кармы, от вашего индивидуального пути, от вашей судьбы, что вам в этой жизни предназначено сделать. То есть вы выйдете на путь предназначения, на путь своей миссии, если вам таковая написана. А у каждого человека изначально заложено именно его предназначение в этой жизни. Вот вы это начинаете узнавать, познавать.
Вот что дает нам вот эта практика переживания истинной любви. Вот что нам может дать то, что поначалу нам могло показаться как безответная любовь. Еще раз повторю, безответной любви не бывает в принципе. По сути, всякая любовь, она уже имеет ответ. Просто этот ответ иногда находится снаружи, и тогда это приятно, а иногда он только внутри. И до него нужно дойти, до этого ответа, до этого состояния. Поэтому какая бы вам любовь ни встретилась, ответная или безответная, самое главное, что эта любовь находится внутри. Самое главное, что это любовь источника. Самое главное, что это любовь вашего внутреннего, божественного, как еще говорят. Это самое главное. И за это нужно держаться, и этим нужно дорожить. И за это можно только благодарить. В душе рождается только благодарность. Вот это и есть верное осознавание происходящего с вами. И все, кто прошел этим путем, они знают это. Знают закономерности этого пути. И это только практика. Просто слушать или читать – это хорошо. Но только в собственном личном опыте раскрываются все эти знания. Только когда с вами лично это происходит, вы начинаете действительно в этом убеждаться. Все остальное, если вы не практикуете, то все остальное является только подступом к этому реальному переживанию. Мне остается только поблагодарить вас за сегодняшнее участие, кто был в интерактиве, кто слушал, видел нас, и пожелать вам самого главного. Пожелать вам этого внутреннего чувства изначальной божественной любви, которая находится у каждого из нас внутри, и то, что предстоит каждому из нас, безусловно, в свое время познать и испытать.